Привет и добро пожаловать в мой блог об Австралии. Сегодня я записываю видео в формате вопрос-ответ, где я расскажу о своих впечатлениях, о жизни в Австралии, о том, что здесь есть такого необычного, о вещах, которые меня удивили и удивляют до сих пор, о путешествиях и многом другом. Я собирала эти вопросы в своем инстаграме и также в телеграм-канале. Ссылки на них будут под видео. Ну, а мы начинаем. Так, вопросов получилось достаточно много. И, ребят, спасибо вам большое за то, что вы их задавали. Мне было очень приятно получить такую обратную связь. И первый вопрос: что больше всего поразило в Австралии? Первое мое впечатление, я помню, как сейчас, меня не переставало удивлять, насколько же здесь все зеленое. Несмотря на то, что Австралию многие называют зеленым континентом, у меня было больше почему-то представление об этой стране, как о такой пустынной местности, да, вот с такой красной землей, знаете, как в кино показывают, где-нибудь в «Безумном Максе», например. Кстати, «Безумный Макс» снимался в Австралии. И так оно, в принципе, и есть, за исключением того, что люди в основном живут по побережью, да, по вот этой береговой части Австралии. И вот здесь уже как раз очень много зелени, и ее обилие, оно действительно поражает воображение. Следующий вопрос, он, в принципе, похож на первый, поэтому я тоже его сюда включу. Что тебе тут нравится больше всего? И здесь, плавно перетекая от такого обилия зелени и природы, которая в Австралии просто потрясающая, мне также очень нравится контакт животных и людей. То есть животные, они здесь не пуганые. Животные здесь абсолютно не боятся людей, и наверняка это обусловлено тем, как люди относятся к животным. Например, здесь в городах есть такие парки, которые сохраняют исключительно нетронутыми. То есть он прямо как такой лес, там нет ни пешеходных тропинок, ничего. Ты только можешь там увидеть стаи летучих мышей, которые летают в сумерках, да, или, например, кенгуру, которые там тоже обитают и чувствуют себя абсолютно прекрасно. И еще одна вещь, которая является приятным бонусом, это, конечно же, климат Австралии. Он достаточно комфортный для жизни, и за счет того, что Австралия — это все-таки большая страна, климат здесь можно тоже найти разный. Если вы хотите в тропики, пожалуйста, езжайте на север. Там Кернс, там Дарвин, там буйная растительность. Если вы хотите субтропики, это как раз будет восточная часть и западная часть. А если вам нужно что-то попрохладнее, то, пожалуйста, есть юг основной земли Австралии, да, это Сидней или Мельбурн, и есть вообще Тасмания, где еще более прохладно. То есть климат буквально на любой вкус и цвет, и мне это, конечно, тоже очень нравится. Следующий вопрос — это где отдыхают австралийцы и самые популярные маршруты путешествий. Здесь в первую очередь мне хочется сказать о том, что в Австралии очень сильно развит внутренний туризм. Люди, которые живут на юге, например, в Мельбурне или в Сиднее, зачастую просто приезжают, например, сюда в Голд-Кост, в Брисбен, или едут еще чуть севернее в Саншайн-Кост, или также на Большой барьерный риф. Кернс — это уже более такой тропический климат. За счет того, что в Австралии много климатических зон, впечатления от этого отдыха могут быть довольно разные, отдых довольно разнообразный. Кстати, знали ли вы, что в Австралии также есть горнолыжные курорты, причем достаточно хорошего уровня? Также можно съездить в пустыню, посмотреть на Красную Землю и гору Улуру, или за такой прямо дикой природой поехать в Тасманию, одно из моих любимых мест. Там есть куча маршрутов для хайкинга, и иногда прямо чувствуется дуновение ветра с Антарктиды. Ну, а если говорить об интернациональных путешествиях, одно из самых излюбленных мест для отдыха австралийцев — это Бали. Многие туда ездят прямо как на дачу, потому что билеты можно найти относительно недорогие. И из Брисбена, если я не ошибаюсь, по-моему, около 5 или 6 часов лету. Фиджи относится к популярным местам отдыха для местных. Также некоторые основные государства, такие как Новая Каледония или Вануату. Ну и еще, конечно же, можно съездить в Новую Зеландию. Следующий вопрос очень интересный, и, честно говоря, люди часто его задают. Австралия известна большим числом пауков, змей, гигантских насекомых. Как часто вы встречаете таких представителей фауны? Что я могу вам сказать на этот счет? Действительно, некоторых представителей австралийской фауны я встречаю довольно часто. К сожалению, это те, кого я прям больше всего терпеть не могу. Это тараканы. Причем тараканы в Австралии вот такого вот размера. Я тараканов боялась всегда в России, когда они, например, в 90-е годы были очень популярны, но размеры не сравнить. И, честно говоря, даже когда ты видишь одного такого огромного таракана раз в месяц или в два, это каждый раз повергает меня в шок. И самое главное, что мне сложно их убить. Я прям вот не могу себя заставить. Хорошо, есть дихлофос, и еще есть человек рядом, который это делает за меня. Кого еще из насекомых можно встретить в повседневной жизни? Довольно нередко такая ситуация, когда люди в своих домах видят вот таких вот огромных пауков, которые называются хэнсмен.
я надеюсь, я правильно сейчас это произнесла, эти пауки, они не являются опасными. По-моему, у них есть какой-то небольшой там процент яда, но по сути они безобидные, но самое в них страшное, что они очень большие. Это действительно пугает, когда ты у себя на стене видишь такого огромного паучищу. И они еще очень быстро бегают, поэтому даже чтобы добраться до него и как-то прибить его тапком, да, это еще надо постараться. Иногда дихлофос, кстати, тоже помогает. Что касается остальных более ядовитых, например, пауков, то я их никогда не видела, и они наверняка есть где-то в лесу, да, и когда ты идешь в лес, нужно обязательно одевать закрытую обувь, нужно как-то быть осторожней, да, смотреть, куда идешь. И смотреть нужно, куда идешь, не только потому, что там можно встретить пауков, но также там можно встретить и змей. Опять же, я, например, в Австралии змею видела только один раз, и мы ехали по трассе, и змея буквально переползала дорогу. Причем она занимала полдороги, то есть полную полосу. Это было, конечно, пугающе. Мы ее, к счастью, объехали, потому что нам встречный водитель посигнализировал фарами, что какая-то опасность на дороге, и мы смогли вовремя сбросить скорость. Также люди иногда отлавливают змеи где-то рядом с домами или даже прямо в домах. All right, come on, look, there's a door around here. Look, look. Oh, it's going for me. Look, there's a door, you twit. Это не то чтобы прям сильно частая история, но это случается. Кстати говоря, интересный момент. В Австралии убивать змей нельзя. То есть если вы увидели змею где-то в своем доме, да, или на вашей территории, то нужно позвонить в специальную службу для отлова змей. Они приедут, заберут змею и выпустят ее где-то в естественной среде обитания. That's a giant. It's got to be nearly 2 metre eastern brown. Found here in Holsworthy. We got you. You're right, you're right. He was under a deck here, found by a German Shepherd. Just get him into his bag. You're right, mate. Ну и так, чтобы подытожить, хочется сказать, что это все какие-то страшилки скорее из разряда того, что у нас в России бегают медведи по городам, да, что это больше такая байка и какой-то стереотип, который, конечно же, основан на реальности, но не так, что это встречается прямо повсеместно. Поэтому, если это то, что останавливает вас от визита в Австралию, я бы сильно не опасалась. Ой, ну следующий вопрос — это прямо милота. Как найти любовь одиноким приезжим? С кем это лучше делать, с местными или приезжими? Я даже не знаю, как правильно и быстро на него ответить, потому что все мы разные, ситуации в жизни у всех разные, как и предпочтения. Люди знакомятся, когда занимаются каким-то совместным хобби, которое их объединяет. Например, это могут быть какие-нибудь танцы или скалолазание. Люди также знакомятся в Твиттере. Нет, не в Твиттере. Люди также знакомятся, например, в Тиндере. Дейтинговые приложения достаточно популярны, их никто не отменял, ими все активно пользуются, и некоторые очень даже рекомендуют, кто-то там даже находит свою любовь, строит семью. Ну, а если говорить о национальности, здесь очень много интернациональных пар, да, люди со всех частей света приезжают сюда, встречаются, и это могут быть как австралийцы, так и приезжие, пары иммигрантов, да, либо пары из одной страны, которые приезжают сюда знакомиться здесь. То есть все настолько индивидуально, и я бы только советовала не ограничивать вам вашу фантазию. Что касается меня, то мой партнер, он австралиец, и мы с ним познакомились на учебе. Следующий вопрос на английском. Weirdest thing about Australia. То есть какая самая большая странность для меня была в Австралии? Я бы, наверное, выделила даже не одну такую странность. Одна из первых вещей, которая сразу пришла на ум, я о ней, правда, уже говорила в одном из своих предыдущих видео, но это то, что действительно продолжает меня удивлять и по сей день. Это люди, которые ходят босиком, либо люди, которые ходят в носках по улице. Этих людей можно встретить абсолютно везде, то есть в магазине, на заправке, ну, понятно, конечно, на пляже. Но если люди, которые ходят босиком, я как-то еще могу это понять, но люди, которые ходят в носках, какой тогда смысл? Ты как бы вроде бы и не босиком, но и носки в то же время грязнятся. В общем, это та вещь, которая до сих пор меня повергает в шок. Интересно, что в противовес этому факту люди, которые ходят на улице в обуви, они и домой тоже заходят
в обуви и зачастую ходят там в обуви. Еще одна странная вещь, которая поразила меня по приезду в Австралию. Я прямо до сих пор помню, как в первую неделю я приехала, пошла в супермаркет, мясной отдел, и знаете, что я там увидела? Мясо кенгуру. Это был, по-моему, стейк, если я не ошибаюсь, но там также можно найти всякие сосиски, мясо для быстрой обжарки, нарезанное так кусочками, можно найти кенгуриные котлеты. И все это меня, конечно, очень сильно удивило. Как так? Как можно есть свое национальное животное? Они же такие милые, как вообще их можно есть? Однако, знаете, что самое интересное? Я была уверена, что я никогда не буду есть мясо кенгуру, что я, наверное, только его попробую для расширения кругозора, и все на этом. Но мясо оказалось действительно вкусным. Кроме того, оно считается полезным. Зачастую оно дешевле, чем, например, говядина в магазине. И вообще так австралийцы к этому относятся, что ну и что, они же как типа пест. Кенгуру — это пест. Их так много вокруг, почему бы, собственно, их не есть, когда они вот в таком доступе везде бегают, прыгают. Бедные кенгуру. Еще, кстати, в копилку странных вещей об Австралии я бы добавила то, что здесь у меня произошел переворот сознания в плане севера с югом, которые просто поменялись местами. И я долго не могла понять, почему северная сторона, например, в квартире, да, является предпочтительной. Я думала, ну там же холодно, там же нет солнца. А потом до меня дошло, что здесь-то все наоборот. Такой вопрос о насущном. Сколько денег нужно для комфортного проживания в месяц? Здесь все, конечно же, очень индивидуально, и я планирую снять подробное видео, где я расскажу о своих расходах. Пока предлагаю воспользоваться вот этим полезным ресурсом. Это очень хороший веб-сайт, на мой взгляд, где можно посмотреть среднюю стоимость в разных городах, узнать, сколько стоят продукты в магазине, сколько стоит поход в ресторан и какие-то другие цены на проживание. Так вот, согласно этому источнику, здесь сказано так, что средняя стоимость на одного человека без учета аренды примерно 1400 австралийских долларов в месяц. И средняя стоимость на семью около 5000 австралийских долларов, тоже без учета аренды. И, конечно же, стоимость аренды может тоже сильно варьироваться в зависимости от вашего состава семьи, от ваших потребностей. Я думаю, что вот в эти 5000 в месяц стоимость затрат на семью, вероятно, включена, например, стоимость детского садика, который может стоить достаточно дорого. Следующий вопрос тоже очень интересный. Ты планируешь 60 жить в Австралии? Наша жизнь такая штука, что загадывать действительно очень сложно. И, в принципе, размышляя на эту тему, я думаю, что Австралия — это прекрасная страна для того, чтобы здесь состариться, жить на пенсии, потому что здесь есть прекрасные условия для пенсионеров, хороший климат. Гуляй, занимайся спортом, занимайся какой-нибудь волонтерской деятельностью, ходи, лепи горшки из глины, я не знаю. То есть занятий масса, продолжительность жизни достаточно высокая. Болею я здесь, кстати, тоже редко, что не может не вносить вклад в продолжительность жизни и здоровья людей, как мне кажется. Ну, кто знает, может быть, меня наоборот к березкам потянет в старости. Следующий вопрос. Сложно ли найти жилье для съема в Голд-Косте и что для этого нужно? Я уже делала видео на тему того, как я снимала здесь свое первое жилье, где я подробно рассказывала про список документов и требования, которые предъявляются. Я вот здесь вот оставлю ссылочку, или вот здесь. Там вы сможете посмотреть более подробно. Ну, а вообще, если так вкратце отвечать на вопрос, то хочу сказать, что да, жилье найти достаточно сложно, особенно если вы, например, только приехали и ищете свое первое жилье. Почему это сложно? Потому что те, кто сдают жилье в аренду, агентства риэлторские, они обращают внимание на вашу историю съема. Они могут также созвониться, например, с менеджером предыдущего жилья, где вы жили, и узнать, какой вы квартиросъемщик, насколько вы вовремя вносили оплату, насколько вы доставляли проблемы, насколько чистым было жилье после вас, да, и так далее. И, конечно, если у вас нет совсем никакой истории, то это все может значительно затруднить процесс поиска жилья. Однако есть некоторые лайфхаки, которые вы можете предложить, когда вы ищете жилье. Например, вы можете предложить более долгий срок аренды. Если те люди, у кого уже есть история съема, могут, например, искать жилье на полгода, то вы можете сказать, что вы готовы снимать на год или даже на 1,5 года. Либо вы можете предложить оплатить, например, за 3 месяца вперед, что тоже является довольно хорошим показателем того, что вы финансово благонадежны. Конечно, вы также можете предложить большую стоимость аренды, чем запрашивает собственник жилья, и повысите свои шансы на успех. Я знаю, что люди так делают и в конечном итоге находят свое жилье. Ну а после того, как у вас уже будет история съема, вам значительно будет легче найти свое следующее жилье. Чего не хватает в старости?
Чего не хватает в Австралии, кроме родни и друзей? Хорошо, что сюда это включили сразу вопрос, потому что, конечно, родня и друзья — это очень-очень важно. Ребята, если кто смотрит, я, конечно же, по вам безумно скучаю. Я, кстати, снимала целое видео о том, чего мне не хватает в Австралии, и много там было еды. Есть такие вещи, которые здесь либо не найдешь, либо даже если найдешь, они здесь не очень. Я, с вашего позволения, так аристократично начну с красной икры, стерлядки, труганина. Это вообще мое самое любимое. Ну и даже, например, такие вещи, как сало, они здесь продаются в русском магазине. Ну, сало — это совершенно прям не то. Мне очень не понравилось, когда я там покупала, больше не покупаю. Еще мне часто не хватает бани в Австралии. Именно такой бани своей, душевной, где можно отдохнуть, расслабиться. Есть у нас сауны, есть спа-комплексы, в которые можно ходить. Ну, во-первых, как правило, там всегда есть еще какие-то другие люди, а во-вторых, все-таки банька — это другое. Такой интересный вопрос. Как ты перестала думать на русском и перестала ли? Ну, во-первых, на русском я, конечно же, думать не перестала. Это, конечно же, мой родной язык, на котором я говорю большую часть своей сознательной жизни, и думаю, что вряд ли я когда-либо перестану думать на русском. Хотя бывают такие забавные моменты, когда у меня начинают смешиваться языки, и, например, я половину могу что-то прокручивать на русском, но какая-то половина идет на австралийском. Но какая-то половина идет на английском, и зачастую это связано, например, с работой, потому что многие моменты там, например, терминологию, да, я учила уже на английском, и поэтому мне как-то проще это процессить, обрабатывать на английском. Что касается снов, то, например, сны у меня на русском. Иногда бывает что-то проскальзывает на английском, но это скорее такое исключение, чем правило. Еще, кстати, языки у меня миксуются не только в мыслях, но и, например, в разговоре. Иногда у меня могут проскакивать такие словечки исконно русские, например, «да блин» или «ну да». Ну, то есть какие-то такие моменты, которые сложно вообще отследить, поймать. Иногда я просто говорю «да», и потом понимаю, что сказала что-то не то, продолжаю беседу на английском, и даже никто не понимает, что случился какой-то конфуз. Что нравится или не нравится в Австралии, хотелось бы изменить. Я уже немножко поговорила о климате в Австралии, который очень разный и который мне нравится. И также хочется отдельно сказать про людей. Люди в этой стране, они очень улыбчивые, доброжелательные, отзывчивые, всегда готовы помочь. И у них, как мне кажется, развит такой именно дух, как его правильно называют, mateship. Это вот ощущение комьюнити, когда люди заботятся друг о друге и не проходят мимо, если у тебя что-то случилось. Что не нравится? Наверное, это то, что Австралия все-таки расположена очень далеко, и если куда-то тебе надо лететь, то это, во-первых, дорого, во-вторых, долго, и это, конечно же, накладывает некоторые ограничения. Но, с другой стороны, может быть, такая удаленность Австралии делает ее по-настоящему безопасным местом. Что хотелось бы изменить? Я уже где-то жаловалась, я думаю, на то, что в Австралии может быть холодно зимой. И вот сейчас зима, на улице достаточно комфортно, но как только зайдет солнце, будет прохладно. И эта прохлада, она безо всяких усилий попадает в дома, потому что дома здесь построены таким образом, что они не очень хорошо изолированы. И они пропускают в большинстве своем холод вовнутрь и очень быстро остывают. Поэтому здесь мне хотелось бы сказать, что, возможно, неплохо было бы изолировать дома немножко получше. Ну, я, кстати, работаю в строительной сфере, поэтому, кто знает, может быть, мне удастся тоже как-то на это повлиять. Ну, или хотя бы себе дом построить, который будет хорошо теплоизолирован. Ну что ж, это были все вопросы на сегодня. Я буду надеяться, что видео вам понравилось. Ну а мы совсем скоро с вами увидимся. До встречи в моих следующих видео. Всем пока!